Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете и его работе. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией, которая была организована 23 июня 2023 года, вот уже на протяжении 9 месяцев ведет напряженную борьбу с преступными элементами российского шоу-бизнеса. 40 отважных членов антикоррупционного комитета, самому старшему из которых актеру Василию Ливанову 88 лет, а самому младшему Андрею Мерзликину 51 год, каждый день, рискуя собственной жизнью и здоровьем, ведут отчаянную борьбу за справедливость и порядок на территории Российской Федерации. Почти за целый год напряженной работы Организация по борьбе с преступностью и коррупцией перечислила более 10 миллиардов рублей конфискованных денежных средств, которые пошли на улучшение социального уровня жизни россиян, повышение социальных пособий для малоимущих и многодетных семей, помощь семьям участников спецоперации, пополнение золотого запаса Российской Федерации и лечение тяжело больных детей. За время работы антикоррупционного комитета было арестовано более 1000 незаконных предприятий, которые работали, нарушая закон Российской Федерации, ночные клубы, игровые подпольные казино и другой незаконный бизнес преступных элементов российского шоу-бизнеса. Однако команда Никиты Михалкова не останавливается на достигнутом и перешла к борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Сегодня утром глава комитета Никита Сергеевич Михалков поздравил россиян с очередной победой в мире коррупции. Во Франции, в Париже, благодаря усилиям местного филиала антикоррупционного комитета и команды Никиты Михалкова, вместе со своим супругом была арестована дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Елизавета Пескова. 26-летняя женщина, которая проживает на территории Франции вместе со своим супругом уже несколько лет, была доставлена в местный отдел полиции. Причины для ареста и допроса более чем серьезные. На данный момент дочь пресс-секретаря обвиняет по следующим направлениям: длительная неуплата налогов почти в течение 5 лет, финансовое мошенничество в особо крупном размере и ведение незаконного бизнеса на территории Франции. Полиция Парижа проводит следственные работы, главной виновнице происшествия может грозить до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного комитета. На данный момент у 26-летней женщины был арестован весь бизнес: сеть крупных ресторанов на территории Парижа, ночные клубы и другие увеселительные заведения. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В городе Челябинске в местном цирке предотвращен теракт во время выступления известного артиста цирка Эдгара Запашного. Член комитета Эдгар Запашный получил небольшие травмы и сам лично участвовал при задержании преступников. Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову было выдвинуто обвинение в противозаконных действиях против антикоррупционного комитета. Напомним, что в городе Уфе было открыто 2 филиала, однако спустя некоторое время обе организации были закрыты. На данный момент ведутся следственные работы. Проводили в последний путь погибших в результате чрезвычайного происшествия в Крокус-Сити. Антикоррупционный комитет выделил финансовую помощь в размере 100 миллионов рублей всем погибшим и пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия. Состояние здоровья членов комитета Льва Лещенко, Никиты Малинина и Вячеслава Малежика остается тяжелым. Все 3 члена комитета на данный момент находятся в реанимации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.